Если вам нравятся мои расследования и вы хотите помочь развитию канала, вы можете поддержать меня донатом по ссылке в описании канала или с помощью QR-кода, который появляется в начале видео. Спасибо каждому, кто помогает выходу новых историй. 9 января 2017 года. Нижний Тагил. За окном стояло морозное январское утро. Во дворе многоэтажного дома на улице Булата Акуджавы было тихо. Редкие автомобили медленно покрывались новым слоем снега. Большинство жильцов еще спали. В одной из квартир уже горел свет. 28-летняя Дарья Зембицкая собиралась выходить. Она старалась не шуметь. В соседней комнате спали ее сыновья. Через несколько минут нужно было отвезти детей в детский сад, а потом отправиться на работу. Дарья надела куртку. Взяла ключи. Обернулась. Именно в этот момент проснулся старший сын. Мальчик поднял голову с подушки и сонным голосом спросил: «Мам, ты куда?» Женщина улыбнулась. Ответ был совершенно обычным. Таким, который тысячи родителей говорят своим детям каждое утро. «Я сейчас прогрею машину. Вернусь через несколько минут. И мы поедем в садик». Мальчик кивнул. Дверь закрылась. Он даже не подозревал, что слышит голос матери в последний раз. Прошло 5 минут. Потом 10. 15. Но дверь так и не открылась. В квартире становилось непривычно тихо. А во дворе дома уже лежали первые следы будущего преступления. Прошло еще несколько минут. 6-летний мальчик продолжал сидеть в коридоре. Сначала он просто прислушивался. Ждал знакомого звука ключей. Ждал шагов за дверью. Ждал голос матери. Но за дверью было тихо. Лишь изредка во дворе проезжали машины. Прошло около 20 минут. Теперь ребенок уже понимал. Что-то пошло не так. Он взял телефон. Нашел номер бабушки. И позвонил. «Бабушка». Мама ушла прогревать машину. И до сих пор не пришла. Сначала женщина решила, что внук ошибся. Может быть, Дарья встретила соседку. Может быть, задержалась возле автомобиля. Но чем дольше продолжался разговор, тем тревожнее становилось. Дарья никогда не оставляла детей одних. Тем более зимой. Тем более ранним утром. И тем более перед детским садом. Через несколько минут родственники уже ехали к дому. А в это время возле многоэтажки все еще стоял ее автомобиль, покрытый свежим снегом. Двигатель был холодным. Машина даже не заводилась. Казалось, будто ее владелица так и не успела до нее дойти. Но одна деталь сразу бросилась в глаза. Снег возле парковочного места выглядел странно. Кто-то явно пытался затоптать следы. Будто спешно заметал собственные ошибки. Тогда никто еще не понимал, что человек, который совсем скоро будет активно помогать полиции искать Дарью, уже знает, где она находится. В то утро поиски начались почти мгновенно. Полицейские опрашивали жильцов. Родственники обзванивали знакомых. Волонтеры собирались возле дома. Люди расходились по дворам. Осматривали подвалы. Заглядывали в подъезды. Проверяли ближайшие остановки. А оперативники тем временем изучали жизнь самой Дарьи Зембицкой. Ей было 28 лет. Инженер. Мать 2 детей. Человек, который привык рассчитывать только на себя. Коллеги говорили, что она никогда не опаздывала, не отменяла встречи, не исчезала без предупреждения. И уж тем более не могла оставить 2 маленьких сыновей одних дома. Поэтому уже через несколько часов следователи отказались от версии добровольного ухода. Дарья не сбежала, не решила начать новую жизнь, не уехала к друзьям. С ней что-то произошло. И произошло это буквально в нескольких метрах от собственного подъезда. А значит, тот, кто встретил ее утром у машины, знал расписание Дарьи практически по минутам. Почти сразу внимание оперативников привлекла одна простая мысль. Чтобы остановить женщину возле собственного автомобиля, нужно было точно знать, когда она выйдет. Знать ее привычки. Знать распорядок утра. Знать, что она не станет будить детей. Что спустится одна. Что задержится возле машины всего на несколько минут. Случайный прохожий не смог бы рассчитать все настолько точно. А значит, рядом с Дарьей находился человек,
который долгие годы наблюдал за ее жизнью. Человек, которому она когда-то доверяла. Следователи начинают изучать прошлое Дарьи. 28 лет. Инженер. Коллеги называли ее спокойной, собранной, очень требовательной к себе. Она никогда не опаздывала, не переносила встречи, не могла бросить детей даже на несколько минут. Именно поэтому версия добровольного исчезновения исчезла практически сразу. Но чтобы понять, кто ждал ее тем утром возле машины, пришлось заглянуть на несколько лет назад. Когда-то Дарья работала в охранной компании. Тогда она еще была студенткой. Совмещала работу и учебу. Именно там она познакомилась с Сергеем. Мужчина был старше ее почти на 9 лет. Общительный, веселый, всегда готовый помочь. Коллеги вспоминали, что Сергей умел понравиться людям. Он легко находил общий язык. Шутил, поддерживал разговор. Создавал впечатление человека, на которого можно положиться. Дарья поверила этому образу. Отношения развивались быстро. Спустя год они поженились. Позже появились дети. Со стороны семья выглядела совершенно обычной. 2 родителей. 2 сына. Работа. Быт. Совместные фотографии. Праздники. Но за дверями квартиры постепенно происходило совсем другое. Прошло несколько лет. И жизнь супругов начала меняться. Дарья продолжала развиваться. Получила хорошую должность. Стала больше зарабатывать. А Сергей, наоборот, потерял работу. Устроился таксистом. Перестал следить за собой. Стал раздражительным. Чаще оставался дома. А вскоре появились первые скандалы. Потом угрозы. А затем и рукоприкладство. Дарья долго терпеть это не стала. Она подала на развод. И решила воспитывать сыновей самостоятельно. Самое страшное осталось позади. Но бывший муж был уверен в обратном. После развода Сергей будто исчез. Первые месяцы он почти не напоминал о себе. Не приезжал без предупреждения. Не устраивал скандалов. Не караулил бывшую жену возле работы. Дарья постепенно начала привыкать к спокойной жизни. Снова появились планы. Появилось чувство безопасности. Она была уверена, что все самое тяжелое осталось позади. Но это было лишь затишье. Примерно через год мужчина вновь появился в ее жизни. Сначала это выглядело безобидно. Редкие звонки, сообщения поздно вечером, просьбы поговорить. Потом просьбы превратились в уговоры. Он просил начать все сначала. Говорил, что изменился. Обещал найти хорошую работу. Обещал больше никогда не поднимать руку. Дарья слушала. Но решение уже давно приняла. Возвращаться назад она не собиралась. Все ответы были одинаковыми. Короткими, холодными и окончательными. Нет. В конце 2016 года Сергей узнает новость, которая окончательно выводит его из равновесия. У Дарьи появился новый мужчина. Для большинства людей это стало бы сигналом двигаться дальше. Но для него все выглядело иначе. Он не видел в бывшей жене самостоятельного человека. Он воспринимал ее как собственность. Как человека, который не имеет права строить новую жизнь. Позже следователи скажут, что именно тогда в его поведении произошел перелом. Звонки стали чаще. Сообщения — агрессивнее. А попытки вернуть отношения превратились в навязчивую идею. И чем сильнее Дарья отдалялась, тем больше росло его раздражение. Вечером 8 января между бывшими супругами вспыхивает очередной конфликт. На этот раз в переписке. Сергей первым пишет сообщение. Потом еще одно. И еще. Он требует объяснений. Спрашивает о новом мужчине. Обвиняет. Оскорбляет. Дарья отвечает несколько раз. Пытается закончить разговор. Но спор только набирает обороты. Через несколько минут женщина перестает отвечать. Экран телефона гаснет. Для нее этот разговор закончился. Для Сергея только начался. Позже следствие придет к выводу, что именно в этот вечер мужчина принимает решение встретить бывшую жену утром. Не для разговора, не для примирения, а чтобы заставить ее выслушать себя. Любой ценой. Наступает утро 9 января. На улице все еще темно.
Во дворе практически нет людей. Большинство соседей спят. Лишь возле парковки уже стоит автомобиль Сергея. Он приехал заранее. И ждет. Минуту. 5 минут. 10. Пока из подъезда, наконец, не выходит Дарья. Она замечает бывшего мужа сразу. И явно не рада этой встрече. Мужчина предлагает помочь с машиной. Говорит, что может установить аккумулятор. Но женщина отказывается. Ей не нужна помощь. Она лишь просит отвезти детей в детский сад. Ответ оказывается неожиданным. «Разбирайся сама». После этих слов между ними начинается короткая ссора. Именно она станет последним разговором Дарьи Зембицкой. Дарья не собиралась продолжать этот разговор. На улице было холодно. Дома ее ждали дети. Через час нужно было быть на работе. У нее не было ни желания, ни сил вновь возвращаться к старым конфликтам. Она разворачивается в сторону своей машины. Но Сергей не уходит. Он продолжает говорить. Напоминает о прошлом. Обвиняет. Пытается задеть ее словами. Дарья отвечает коротко. Спокойно. Но одна из фраз все же попадает точно в цель. Ты так ничего и не добился. Для большинства людей это были бы просто слова. Обидные. Неприятные. Но все же слова. Для Сергея они стали последней каплей. В этот момент внутри него будто что-то ломается. Все попытки вернуть отношения. Все унижения последних месяцев. Вся злость. Все это вырывается наружу одновременно. Следствие позже установит, что нападение произошло практически мгновенно. Мужчина бросается на бывшую жену возле автомобиля. Наносит несколько ударов. Дарья пытается защититься. Пытается отойти назад. Но поскальзывается на снегу. Падает. Именно тогда Сергей впервые понимает, что зашел слишком далеко. Он поднимает голову. Осматривается по сторонам. Окна дома хорошо просматривают парковку. В любую секунду кто-нибудь может выглянуть наружу. И тогда мужчина принимает решение отойти. Он быстро садится в машину. Отъезжает немного дальше. И начинает наблюдать. Просто сидит. И смотрит. Смотрит, как женщина пытается подняться. Как делает несколько шагов. Как снова падает в снег. Тогда ему кажется, что она уже не подает признаков жизни. Именно в этот момент обычная вспышка ярости превращается в попытку скрыть преступление. Позже криминалисты обратят внимание на одну деталь. Следы возле машины выглядели странно. Будто кто-то ходил кругами. Постоянно возвращался. Пытался что-то затоптать. А потом поспешно засыпал все свежим снегом. В спешке. Неаккуратно. Словно понимал, что времени остается совсем мало. Именно эти следы заметят родственники Дарьи уже через несколько часов. Но тогда никто еще не понимал, что преступник не сбежал, не скрылся, не уехал из города. Он совсем скоро вернется обратно и станет одним из самых активных участников поисков. Первый звонок поступает от 6-летнего мальчика. Второй — уже от родственников. Во двор приезжают полицейские. Начинают опрашивать соседей. Подключаются волонтеры. Появляются ориентировки. Именно в этот момент во двор приезжает Сергей. Он выглядит взволнованным. Постоянно кому-то звонит. Предлагает помощь. Сам едет в отдел полиции. Пишет заявление. Осматривает подвалы. Обходит соседние дворы. Ездит к детскому саду. Даже пытается подсказывать волонтерам, где лучше искать. Со стороны все выглядело идеально. Перед людьми стоял заботливый отец. Мужчина, который переживает за мать своих детей. Но опытные оперативники уже тогда заметили одну странность. Иногда человек, который слишком сильно хочет помочь, на самом деле пытается контролировать ход расследования. И вскоре у следствия появится доказательство, что Сергей знал намного больше, чем говорил. Пока Сергей изображал обеспокоенного бывшего мужа, оперативники занимались тем, что не умеет ошибаться. Они изучали телефонную активность, запрашивали детализацию звонков, проверяли переписки, сравнивали время сообщений. Для сыщиков подобная работа давно стала рутиной. Эмоции могут обманывать. Люди могут плакать, могут кричать, могут изображать отчаяние.
Но цифровой след почти никогда не врет. Именно тогда следователи замечают странную закономерность. Телефон Дарьи отключился около 8 часов утра. После этого аппарат больше не появлялся в сети. Но кто-то продолжал писать ей сообщения. Одно за другим. Снова и снова. И отправлял их один человек. Сергей. Содержание сообщений выглядело почти театрально. «Где ты? Мы волнуемся. Ответь, пожалуйста. Перезвони». Для постороннего человека это выглядело как беспокойство. Но оперативники видели совсем другую картину. Всего несколько часов назад между бывшими супругами произошел серьезный конфликт. Еще вечером мужчина требовал объяснений из-за нового возлюбленного. А утром вдруг превращается в заботливого и любящего человека. Слишком резко, слишком неправдоподобно. И главное, он писал человеку, который уже не мог прочитать ни одного сообщения. Следователи приходят к выводу. Сергей пытался создать цифровое алиби. Хотел, чтобы позже в детализации звонков осталось подтверждение его переживаний. Но именно это и стало одной из первых серьезных ошибок. Оперативники принимают решение действовать осторожно. Никаких обвинений. Никакого давления. Сергей все еще считает себя самым умным человеком в этой истории. А значит, не должен почувствовать опасность. Ему предлагают приехать в отдел. Помочь следствию. Ответить на несколько вопросов. Мужчина соглашается практически сразу. Он уверен. Его план работает. Никто ничего не знает. Поиски продолжаются. Волонтеры прочесывают сугробы. Полицейские осматривают подвалы. Родственники ждут хороших новостей. А сам Сергей уже представляет, как через несколько недель история закончится. Без тела. Без свидетелей. Без доказательств. Но в кабинете следователя его ждет совсем другое. 12 января 2017 года. Небольшой кабинет. Белые стены. Стол. Несколько стульев. И кресло, к которому тянутся провода. Полиграф. Мужчина старается сохранять спокойствие. Шутит. Улыбается. Отвечает уверенно. Но с каждым новым вопросом ситуация меняется. Следователи начинают показывать ему распечатки звонков. Напоминают о переписке. Говорят о времени отправки сообщений. О странном поведении во время поисков. О чрезмерной инициативе. О том, что человек, искренне переживающий за близкого, редко ведет себя настолько показательно. И постепенно уверенность начинает исчезать. Спустя несколько часов Сергей понимает. Легенда больше не работает. Он больше не выглядит спасателем. Он выглядит человеком, который слишком старательно изображал спасателя. Наступает пауза. Долгая. Тяжелая. А затем мужчина произносит несколько слов. «Я все расскажу». В этот момент поиски Дарьи Зембицкой фактически заканчиваются. Хотя большинство волонтеров еще даже не догадываются об этом. По рациям продолжает звучать информация. Люди проверяют овраги. Осматривают пустующие здания. Но оперативники уже знают. Искать женщину в городе больше не нужно. Теперь им предстоит найти место, куда ее отвезли после нападения. И именно там следствие узнает одну страшную деталь. Все это время Сергей был уверен, что Дарья умерла еще возле дома. Но он ошибался. Поначалу мужчина пытался говорить осторожно. Подбирать слова. Смягчать формулировки. Будто надеялся, что сможет представить произошедшее как трагическую случайность. Но чем дольше продолжался разговор, тем яснее становилось. Случайностью здесь давно уже не пахло. Сергей рассказал, что после нападения увидел лежащую на снегу Дарью. Она не двигалась, не отвечала. И тогда он решил, что женщина мертва. Именно поэтому он вернулся. Подогнал машину, поднял ее тело и уложил на заднее сиденье. После этого сел за руль и выехал из города. Следователи внимательно слушали. Но их интересовал один вопрос. Когда именно женщина умерла? Возле дома. Или позже? Ответ оказался куда страшнее, чем кто-либо мог предположить. Во время поездки по заснеженной трассе произошло нечто неожиданное. Дарья пришла в сознание. Сначала Сергей услышал тихий стон.
Потом заметил движение. Женщина попыталась подняться. Пыталась что-то сказать. Ее дыхание было тяжелым. Речь невнятной. Но она была жива. Жива после всего, что произошло возле дома. Жива после ударов. Жива после того, как ее уже посчитали мертвой. Именно в этот момент у мужчины появился выбор. Настоящий выбор. Он мог развернуть машину. До ближайшей больницы оставались считанные километры. Он мог вызвать скорую помощь. Мог остановиться возле любой заправки. Мог попросить помощи. Мог попытаться спасти мать своих детей. Но Сергей принимает другое решение. Позже следователи скажут, что именно тогда было совершено настоящее убийство. Не утром, не возле парковки, а здесь, на пустой зимней дороге, когда человек увидел, что жертва еще жива, и сознательно отказался ей помочь. Автомобиль съехал с трассы, остановился возле глубокого сугроба. Место было безлюдным. До ближайшей автозаправочной станции оставалось около 450 метров. Мужчина открыл дверь, вытащил дезориентированную женщину наружу. Дарья почти не сопротивлялась. Она едва понимала, где находится. Но Сергей уже принял решение. Окончательное. Без колебаний. Без попыток остановиться. Без сожаления. Следствие установит, что сначала он нанес еще один сильный удар. После этого повалил женщину в снег. А затем начал душить. На этот раз мужчина не уходил. Не отходил в сторону. Не наблюдал издалека. Он ждал. Ждал, пока не убедится, что больше никакой опасности для него не существует. Что женщина уже никогда не сможет рассказать о произошедшем. После этого он бросил ее телефон в снег. Забросал тело снегом. Сел за руль. И вернулся обратно в Нижний Тагил. Чтобы играть роль человека, который якобы больше всех переживает за ее судьбу. Тем временем волонтеры продолжали поиски. Десятки людей ходили по дворам. Проверяли подвалы. Осматривали лесополосы. Кто-то расклеивал ориентировки. Кто-то обзванивал больницы. А родственники все еще надеялись. Надеялись, что Дарья найдется живой. Что произошло недоразумение. Что она просто потеряла телефон. Но вечером 12 января по рациям проходит короткое сообщение. Поиски прекращаются. Подозреваемый дал признательные показания. И назвал место. Место, куда больше никто не хотел ехать. Оперативная группа выезжает немедленно. Никто не произносит лишних слов. За несколько дней поисков следователи уже успели увидеть десятки ложных следов. Но сейчас все было иначе. Координаты указал человек, который сам признался в преступлении. Через некоторое время машины сворачивают с трассы. Вокруг только снег. Пустое поле. Холодный ветер. И глубокие сугробы вдоль дороги. Именно здесь криминалисты находят тело Дарьи Зембицкой. История загадочного исчезновения заканчивается. Но начинается другая работа. Следователям необходимо понять каждую минуту того утра. Восстановить события буквально по секундам. Понять, как обычная семейная ссора превратилась в убийство. Следствие приходит к выводу, что трагедию можно разделить на два этапа. Первый произошел возле дома. Тогда Сергей действовал импульсивно. Поддался эмоциям. Потерял контроль над собой. Но второй этап был совершенно другим. Он уже не был вспышкой ярости. Это было осознанное решение. Мужчина видел, что бывшая жена жива. Понимал, что у нее еще есть шанс. Понимал, что врачи могли ее спасти. Но выбрал иной путь. Именно поэтому обвинение было переквалифицировано. Речь шла уже не о причинении тяжкого вреда, а об умышленном убийстве. 31 августа 2017 года. Ленинский районный суд Нижнего Тагила. В зале находятся родственники погибшей, журналисты, сотрудники полиции и сам обвиняемый. За прошедшие месяцы мужчина заметно изменился. Он больше не выглядит уверенным. Не пытается руководить поисками. Не звонит волонтерам. Не изображает обеспокоенного отца. Теперь он сидит на скамье подсудимых. И ждет решения суда. В своем последнем слове Сергей говорит о любви. О том,
что не мог смириться с потерей семьи. О том, что оказался слишком слабым человеком. Но его слова уже ничего не меняют. Потому что перед судом лежат совсем другие факты. Переписка. Биллинг телефона. Следы на снегу. Признательные показания. И самое главное — осознанное решение не спасать человека, который еще был жив. 2 октября 2017 года суд оглашает приговор. Сергея признают виновным. Он получает 9,5 лет лишения свободы. Отбывать наказание мужчина отправится в колонию строгого режима. Кроме этого, суд удовлетворяет гражданские иски. Каждому из сыновей Дарьи назначают компенсацию в размере 1,5 миллиона рублей. Еще 800 тысяч рублей получает мать погибшей. Юридически дело завершено. В материалах следствия поставлена точка. Но для семьи Дарьи эта история никогда не закончится. 2 мальчика, которые тем январским утром просто ждали маму. Ждали, что она вернется через несколько минут. Что откроется дверь. Что они поедут в детский сад. Что вечером снова соберутся за одним столом. Но дверь так и не открылась. А человек, который должен был защищать свою семью, лишил ее будущего. Из-за ревности. Из-за обиды. Из-за желания контролировать чужую жизнь. Именно поэтому подобные истории пугают сильнее всего. Потому что опасность не всегда приходит от незнакомца в темном переулке. Иногда она годами живет рядом. Сидит за одним столом. Улыбается на семейных фотографиях. А потом в одно утро разрушает сразу несколько судеб. На этом наше расследование завершено. Берегите себя. И помните, любовь никогда не должна превращаться в чувство собственности.